Всем привет из Египта! С вами Виктория. Мои дорогие подписчики, это видео специально для вас. В нем вы сможете найти информацию о лекарствах первой необходимости, которые могут вам пригодиться в Египте. Дорогие друзья, чтобы ваш отдых прошел на море, на пляже, а не в туалете, сегодня мы познакомим вас с самыми необходимыми египетскими лекарствами. Самым частым запросом на отдыхе в Египте, пожалуй, являются медикаменты для лечения отравления и диареи, потому что, прилетая сюда, мы резко меняем климат, воду, еду, качество этой еды, и поэтому, наверное, это самая частая неприятность, которая здесь с нами может случиться. Но, как вы знаете, в Египте медикаменты недорогие, их достаточно много, есть из чего выбрать. И сейчас я покажу вам, что именно у нас есть для лечения отравления и диареи. Самые популярные медикаменты, которые стоит захватить из дома, либо же приобрести в аптеках Египта, это препараты, так называемые кишечные антисептики, которые поможет справиться с отравлением, вызванным бактериями, которые в Египте случаются достаточно часто. Это аналоги препарата энтерофурил, так он называется в наших странах. Это антинал, очень известное здесь средство. Есть взрослая форма, принимается 4 капсулы в день. Есть аналог Диакс, он еще дешевле. И есть детская форма практически с периода новорожденности. Стоимость препаратов до $1–1,5 примерно, актуальная на сегодня. И есть еще, если вдруг по каким-то причинам не справляется антинал, наноксазид, у него более широкий спектр действия, здесь уже вирусы и амебы. Он немножко подороже, актуальная цена на сегодня 58,5 фунтов или в районе $3,5. Также для лечения отравлений в Египте весьма актуальны препараты, так называемые энтеросорбенты. Их можно сочетать с указанными выше препаратами. Диасмект – это аналог нашей смекты. Эукарбон и неокарбон – это аналоги нашего активированного угля вместе с травами. Они помогут как можно быстрее вывести токсины, а также сами по себе тоже имеют противодиарейный эффект. И также в дополнение не могу не сказать о египетских аналогах регидрона, то есть это те средства, которыми мы компенсируем потерю жидкости и солей во время рвоты и диареи. Это препарат ОРС, его цена на сегодняшний день составляет 12 египетских фунтов, который поможет восстановиться быстрее и избежать обезвоживания, что, учитывая египетскую жару, является тоже, к сожалению, актуальной проблемой. Также после интенсивной диареи и отравления очень часто мы сталкиваемся с таким явлением, как дисбактериоз. И в Египте препараты лактобактерий и для восстановления микрофлоры кишечника также есть. Самые известные из них это препараты энтерожермина, препарат, который содержит бацилла клоэзий, и лактиол, который содержит лактобактерии, которые быстро помогут. Да, все курсы можно уточнить на нашем сайте, где русские инструкции переведены. Также частым запросом в нашей аптеке является лечение температуры у детишек, у взрослых людей. При отравлениях, при избыточном нахождении на солнышке, также под кондиционерами многие простывают. И препараты от простуды и температуры также являются востребованными круглый год. В Египте вы сможете найти все аналоги наших лекарств от температуры, то есть это препараты парацетамола, бренд, например, Панадол и много-много других. Стоимость будет примерно от $0,5 до $1. Парацетамол с кофеином, который усиливает его действие, и парацетамол в большой дозе 1000 мг. И если вы любите дома снижать температуру, предпочитаете препараты ибупрофена, он тут тоже есть в разных дозах под торговыми именами бруфен, фламатал, и аналог ибуклина, это смесь парацетамола с ибупрофеном под торговыми названиями парафен, цетофен и многими другими. В Египте вы можете найти все те же самые детские средства от температуры, которые есть в наших странах. Это препараты бруфен, мегафен на основе ибупрофена. Это аналоги нашего нурофена, сиропа. Цитал содержит парацетамол. Это аналог нашего сиропа Панадол. И тот, и другой можно применять с 2 месяцев.
И в Египте, обратите внимание, зарегистрированы сиропы на основе диклофенака, который в наших странах разрешен с 18 лет. Но зато очень хорошо он снижает температуру тогда, когда, возможно, другие средства не помогают. И есть комплексное средство по типу нашего колдрекса Терафлю. Называется 1,2,3. Это детский сиропчик 6 лет, который содержит парацетамол, псевдоэфедрин и компонент антигистаминный компонент для снятия заложенности носа. То есть комплексное лечение простуды и снятие симптомов. Есть и препараты для детей в виде свечей. Также на основе парацетамола, это абимол, цитал, и на основе диклофенака свечки Долифин. И хотелось бы еще сказать, что стоимость препаратов в форме сиропов варьирует до $1. В свечах примерно $0,01 в районе 5-6 фунтов. Отдельно хотелось бы отметить, что мы не используем детские формы жиропонижающих средств, которые я сейчас показала, одновременно. Мы используем что-то одно, ждем 4-6 часов. Если по какой-то причине температура не снижается, тогда уже мы можем взять другой препарат или воспользоваться свечами, если мы уже приняли сироп. В Египте очень популярны и распространены средства для комплексного лечения простуды, как наши Терафлю колдрексы, то есть которые одновременно снижают температуру, убирают течение из носа, улучшают носовое дыхание, убирают головную боль. Их в Египте масса. В основном это таблетированные средства, также есть порошки, как мы с вами привыкли. Таблетированные средства удобные, потому что не нужно ничего разводить, кипятить воду, можно принять на работе и, собственно, день провести более активно. Большую часть из них мы пьем 3-4 таблетки в день. Есть средства по типу wellness. Многие его знают как день-ночь, когда пьется таблетка утренняя и таблеточка ночная. Препараты, капли от ушей, так называемые, потому что люди приезжают в Египет за морем, за дайвингом, и очень-очень часто это приводит к воспалительным различным процессам. В Египте ассортимент довольно большой. Обычно мы отталкиваемся, спрашиваем вас от того, что обычно помогает дома, если такая проблема уже была, и стараемся подобрать препарат похожий по составу, потому что есть капельки с обезболивающим и антисептиком. Также довольно часто в Египте возникает проблема серной пробки. У нас тоже есть препарат Римовакс, как и в наших странах, но в Египте он ощутимо выгоднее по стоимости, стоит 13,5 фунтов. Актуальная цена, что меньше $1. Ну и остальные препараты это уже от боли в ушах и отитов. Тоже цена от $0,5 до $1. Я думаю, что весьма выгодно. Дорогие друзья, приезжая в Египет, соблюдайте простые правила. Тщательно мойте руки, потому что состав бактерий в Египте отличен от состава в наших странах. Не загорайте тогда, когда солнце наиболее активно, чтобы не получить ожог и температуру и другие неприятности. Старайтесь не находиться напрямую длительное время возле кондиционера. Все эти простые правила помогут сделать ваш отдых в Египте максимально комфортным. Мы желаем вам прекрасного отдыха и крепкого здоровья. Пока-пока. Всем известно, что лекарства в Египте прекрасного качества и недорогие. Есть служба доставки, вы можете заказать, и вам привезут в любое место. Пишите, и мы вам поможем. Ну, а вы подписывайтесь на мой канал, ставьте мне лайки, пишите комментарии. И самое главное, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Ну, а я вам желаю прекрасного отдыха и будьте здоровы!